Приветствую вас на раскладе. Основной вопрос этого расклада: кем вы для него являетесь на момент просмотра? Кем вы для него есть и будете сейчас и в дальнейшем? В тот момент, когда вы нажали «Актуально», когда видео открылось, тогда и скажет для вас правду этот расклад на Таро и на Ленорман. Устраивайтесь так, чтобы вам было удобно, и вы получили максимально важную и нужную для себя информацию, используя для себя, провели время на моем раскладе. И карта Ленорман дополнит информацию. В этой колоде есть мужчины и женщины. Здесь на самом деле два мужчины и женщины. Но я выбираю, знаете что, давайте я вам опишу их. Женщина такая в очень красивом платье старинном, под самую шею застегнутом, такая строгая, красавица, серьезная. И мужчина, давайте светловолосый мужчина, да, здесь есть светловолосый мужчина. Я загадываю как вашу пару, а вы вложите в это понимание портрет свой, портрет вашего мужчины, нарисуйте его как наяву и себя как наяву, и спросите у него конкретно: кем я для тебя являюсь сейчас? Мы посмотрим его желания, его чувства к вам, его мысли, а также его фантазии, как он видит вас в своих фантазиях, может, эротических фантазиях или семейных, тоже посмотрим. А также мы посмотрим, есть ли препятствия между вами, если есть, будет видно, и как его преодолеть. Спросим у карт совета, что он чувствует к вам, как он видит ваше будущее. Может быть, вы ссорились. Если ссорились, что он понял, осознал, а что ему еще предстоит понять, как вы, как пара, раскроетесь в будущем. Итак, вот это Таро белых котов, оно очень интуитивное. С него мы и будем начинать. Потом сделаем предиагностику на Ленорман и разложим для вас карты. Итак, его чувства к вам на момент просмотра. Обратите внимание на эту карту. Я вообще здесь определила карты только в прямом движении, поэтому буду рассматривать только прямые движения карт. Итак, это карта сила. Ваша пара – это сила. Есть такое даже выражение, оно мировое. То, что на английском, всегда мировое. Не думайте, что это американское, это мировое. Потому что это мировой язык, чтобы люди понимали друг друга. Чтобы у нас с вами не была Вавилонская башня, да? Итак, поэтому по-английски есть такое выражение power couple. Это сильная супружеская пара, да? Он и она знают, чего хотят, у них общие цели, общее будущее. Вот так он видит вашу пару. Это карта strength или сила. Я спросила основной показать. Это самая основная карта в раскладе. И она показывает, во-первых, сразу старший аркан, и сразу карта сила, и 11 номер – это мастер номер, это номер волшебства. Между вами волшебное притяжение, волшебная аттрактивность, вы всегда будете сильная пара. Он видит вас как очень сильную партнершу себе, единственную возможную для него 100%, которая ему подходит как перчатка. Вот так он видит вас. Это его основные чувства, намерения, планы. В эту карту вкладывается все характеристики. Она отвечает на все вопросы, поскольку действительно карта Таро универсальная, каждый может на все вопросы ответить, да. Это в Ленорман нам нужно раскладывать, а второе достаточно одну карту взять. Но я буду брать еще. Хочу сказать, что в эту карту вкладывается все. Его мысли к вам, он ценит вас как очень сильную личность и умную. Его чувства к вам самые страстные, потому что лев, видите, сила. Итак, его намерения к вам самые чистые, потому что он хочет, чтобы вы была сильная пара. Итак, дальше. Какие у него фантазии? Оно, наверное, хочет вас съесть в понимании сексуальном. Сладкое вы для него. Вот такие у него фантазии. Сладкое вы для него, да? Итак, какие препятствия есть? Никаких, потому что сила показывает, что вы все препятствия можете преодолеть. И механические препятствия, то есть это какие-то, может, обстоятельства вам препятствуют. Я хочу сказать, что мои расклады не для всех, даже если вы еще не в отношениях. Расклады исцеляют то, что нужно исцелить, родовое или прошлое, и приближается ваше счастливое будущее. Если вы в отношениях на любой стадии, вы всегда на моих раскладах получите помощь. Если будете смотреть расклад от начала до конца, потому что не знаете, во-первых, в какой момент будет правда вам сказано, а во-вторых, если вы действительно верите в высшие силы, то с высшими силами шутки плохи. Если начали смотреть расклад, смотрите до конца, конечно.
Вот, так что обязательно проявится ваша ситуация. И еще вопрос. Что он понял из ваших отношений? Он понял, что вы очень друг другу подходите. И что ему еще предстоит понять, что еще будет лучше? Это все отвечает эта карта. А теперь я детально буду спрашивать. Вот детально теперь, да. Теперь все карты, которые выйдут, будут с этой соответствовать. И я буду вам все настрою давать. Итак, вот это первое. Его мысли. Смотрите, 7 чаш. Во-первых, вместе с силой говорит, что любые там какие-то иллюзии он пройдет, потому что сила, она как бы дополняет любую карту, которую я буду брать, да, ну я уже сказала. 7 чаш говорит, что мысли у него о вас, он немножко неправильно вас видит мысленно, да, есть какие-то иллюзии, может быть, мы друг другу немножко дыму напускаем, когда особенно встречаемся, да, но это правильно, потому что понравиться хотим, это все очень естественно. И если вы говорите, вот ему, когда мы встречались, ты там такой был разговорчивый, или такой страстный, или такой веселый, а оказалось, что не веселый, и вы говорите, ты меня обманул, а на самом деле не говорите никогда мужчине этого, да и себе не говорите, потому что это был не обман, а наоборот, это flattering для вас. Вы ему так понравились, что он хотел себе показать с самой лучшей стороны, и очень старался быть лучше даже, чем он думал на самом деле о себе. Поэтому он был и веселее, и симпатичнее, и более ухоженным, и все такое. Это только плюсик вам, что вы ему так понравились, что он хотел вам понравиться. Так что не нужно говорить ему, что ты был такой, а теперь другой стал. А может быть, у него сейчас какие-то препятствия, кризисы есть, но на самом деле он вас любит, поэтому хотел понравиться. Вот у него есть небольшие иллюзии, когда он думает о вас, да, он вас немножко неправильно понимает. Ну, например, он не совсем правильно понимает ваши цели, ваши мысли иногда неправильно, когда вы ему рассказываете, что вы думаете, да, или ваши планы, он немножко вас неправильно понимает, он такой мужчина-герой, который думает, все это его касается. Ну вот немножко зажат, что касается мыслей, это у него есть, но будущее в любом случае хорошее, потому что карта сила показывает, что дальше как-то все прояснится. А теперь я спрошу, какие у него к вам чувства. Смотрите, это 9 чаш, это насчет чувств, но самая лучшая карта, потому что 9 это окончательный номер в нумерологии, то есть полное чувство, полнота чувств, вот, неоспоримая, тут нельзя даже и сомневаться, что любит очень сильно вас. И вот эта занавес здесь вот вообще на 9 чаш, и чем мне нравятся коты, они очень приближены к Райдер-Вейт-Смит, это очень правдивые карты. И эта занавес здесь говорит о том, что, вот понимаете, он готов вам все прощать. Любящее сердце умеет прощать. Вот как узнать, любит ваш мужчина или нет? Он к вам снисходителен. Вот это первое. Признак его любви. Этот мужчина вас очень любит. Он, вот видите, это занавес. Вот что между двумя вами в спальне никого не касается. И даже, может быть, или мама вас его критикует, или бывшая, ну, кто угодно может это делать со зла или по незнанию. А он вообще никого не слушает, он вас очень сильно любит. 9 чаш – это полнота чувств. 9 – это лучше и больше он никого не любит, не любил и не будет любить. Он только вас любит, это 100%. Так, дальше. А какие у него желания? Какие у него желания есть относительно вашей пары? Ну, он хотел бы, чтобы было больше денег, да, он очень этого хотел бы. Видимо, у некоторых, кто меня смотрит, или сейчас кризисный, такой кризис денежный, или вы не можете себе позволить ту жизнь, которую вы, он для себя хотели бы. Вот, где-то с деньгами не особенно. Может быть, у него сейчас кризис на работе, да. В общем, ваш доход не соответствует тому, как он хотел бы вас озолотить, что бы он хотел для вас купить, как бы он хотел сделать ваш быт уютным, таким благоустроенным, да, он очень хотел бы сделать ваш быт благоустроенный. И сейчас, именно когда вы смотрите, вот все его мысли, он любит и так вас 1000000%, там сомнений нет, все его мысли, как ему заработать, чтобы сделать вашу жизнь лучше, вот это у него точно есть такие мысли, да. Угу. Итак, мы посмотрим, какие у него планы на вас. Это карта звезда, очень хорошая. Так что здесь понятно, что планы самые лучшие, самые лучшие.
потому что мечтает о том, чтобы быть с вами. Знаете, карта я вам показываю крупным планом, во-первых, вы сами все понимаете. Если мне девочки пишут, мы карты не умеем читать, а не нужно, подсознание в любом случае поймет, потому что символ на карте, он понятен подсознанию каждого человека на Земле, каждого, понимаете, и он лечебный, и он... Кстати, мои расклады, они тоже убирают негативы с пары автоматически, если вы смотрите. Они все заговоренные на любовь, на счастье. Вот я сразу вижу, что карта звезда говорит о том, что у него планы далеко идущие, его планы на счастливое супружество. Если вы еще не в браке, так у вас это в планах. А если вы уже поженились или же уже живете вместе, поженились, извините, нет такого слова, оно из канала пришло ко мне, как все приходит. Или живете вместе, вот, знаете, он мечтает, чтобы уже у вас был отдельный дом, чтобы у вас, ну, или квартира, было благополучно все. Планы очень далеко идущие, он хочет быть только с вами. Он к вам вот прикован, как звезда, да, к звезде, на Солнечной системе к звезде все приковано, все планеты, мы, все растения, все в нашей Солнечной системе приковано к звезде Солнца. Когда выходит карта звезда, вот это имеется в виду, что он к вам как бы очарован вами, прикован к вам. Он не видит будущее без вас вообще. Сейчас я спрошу, есть ли препятствия? Есть ли препятствия? Это король чаш, я не вижу препятствий. У некоторых девочек, кто в треугольнике, может быть причастие третий человек, то есть другой мужчина, да. У некоторых может быть, но вообще-то король чаш это тот, который вас любит всегда, ну это 100%. Вообще, кто трактует короля чаш как мужчину бессовестного обманщика? Я вообще не знаю, а кто тогда король меча, интересно. Ну он хороший человек. Вы понимаете, как вы некоторые слушают такие расклады и себя заговаривают на неудачи? Вы понимаете, как себя заговаривают люди, не зная об этом, на какую-то злую любовь, потому что король меча это злой мужчина по сравнению с королем чаш. Король чаш это тот, который умеет любить, которого мама научила в детстве любить. Горячее сердце, горячие губы, горячие руки. Понимаете? Король чаш это который вас любит. Вот в чем дело. Так что вот это так. Это очень хорошая карта, так что этот мужчина вас точно любит. И если какие-то препятствия, нет никаких препятствий, вообще никаких. Но если у вас треугольник, девочки, вот даже если у вас треугольник, у вас все будет хорошо, потому что это карта счастливого будущего. Вообще не волнуйтесь ни о чем, не переживайте. Вот так, здесь дальше спрашиваем. Как он фантазирует о вас, хотел бы он вас изменить, может быть, как-то, да, что ему не нравится вас, может быть, какие фантазии, вот такое все. Вот и собственной персоной вышел, тот, о котором мы говорили, да, вот как карты гадают, даже мороз по коже идет. Я к картам отношусь благоговенно, я знаю, что энергетика живая, да, живая просто, только что говорили о короле меча, и он тут же вышел, да, но что ему у вас не нравится? Может быть, резкие слова, это все-таки меч, да, мечом легко ранить, и слова, они иногда больнее, чем острие ножа, мы знаем. И слово его, вот сказано в ненужное время, слово такое обидное, оно может на всю жизнь, конечно, человеку в голове застрять. Вот, ему не нравится иногда, но не у всех, у некоторых девочки, кто сейчас меня слышит, да, именно если это ваша ситуация, вы знаете, узнаете себя. Ой, что-то она вот так, она же живая идет. Некоторые из вас, когда вы ссоритесь, вы попадаете в точку, когда говорите о его недостатках, и ему это не нравится. Он сам знает, что у него эти недостатки есть. И когда вы попадаете в точку, он злится на вас, но это трансферинг. На самом деле он злится на себя точно, потому что знает, что вы попали в точку. Какие у него сексуальные фантазии о вас, спросим? Это император. Ой, какая хорошая карта. Смотрите, карты одних мужчин выходят. Представляете, какой расклад мощный, да? Император. Какие фантазии? Что он ваш император?
что вы императрица, конечно, что вы просто вы владеете миром. На самом деле каждая пара это вот такая, поскольку мир двоих людей, да, вот общий мир ваш, это уникальный космос, надо это смотреть. Как сказал Гермес, но это закон высших сил, что сверху то внизу, и что внизу то сверху, да. У меня есть заговоры от неба до земли, от земли до неба. То есть действительно, что мир двоих это космический мир. И фантазии с вами у него, ой, самые мощные, он вообще самые благородные такие, да, ему очень нравится, когда, даже вот когда близость у вас, ему нравится, когда вот момент такой божественный, как будто вы Клеопатра, да, вот он каждый раз к близости так относится, как бы с благоговением, и фантазии у него вот такие, знаете, очень роскошные, вот именно роскошные, он вообще роскошь любит, потому что он император, роскошная фантазия о вас. Но вы роскошная женщина в его понимании, вообще роскошная. Ну а в его понимании это самое главное, ведь вам не важно быть роскошной для всех мужчин, это не нужно никому. Для вашего мужчины этого достаточно, это и есть счастье, да. Что он уже понял о вас, вот что о вас он понял как о личности, да. Смотрите, эта карта башня, она сложная, это старший аркан. И здесь идет речь о том, что он понял, что вас нужно спасать от самой себя. Потому что часто вы бываете либо в состоянии, где вы или жалеете о чем-то, что не случилось, или же в состоянии отчаяния, вы недовольны своей жизнью. И он понял о вас, что вас нужно спасать от самой себя. Вот он это понял, он хочет вас спасти от самой себя. Он хотел бы вам сказать, не смотри на прошлые неудачи, потому что это мешает счастливому будущему, конечно. Мозг же программируется, это все понятно. Поэтому он хотел бы спасти вас от самой себя. А что ему предстоит понять относительно вас? Вот что ему еще предстоит увидеть и понять, да? Он такой спасатель, он император, он хочет вас спасти от самой себя. Немножко так поправлю, чтобы вы могли все увидеть. Хорошо. Ему предстоит еще что-то, я покажу что, сейчас возьму карту. Но здесь по карте башня все понятно, что он очень хотел бы вам помочь. Он вообще, наверное, такой человек, который больше такой пофигист, да, у вас. А карта башни у вас часто бывает напряжение, так, кризисный момент. Вы постоянно чувствуете, что что-то не успели сделать. Вам нужно что-то сейчас предпринять, чтобы улучшить положение. Вы должны знать такой простой закон. Хорошо стремиться к идеалу, вы стремитесь к идеалу, и он знает, что если человек постоянно вот зажат, ему нужно сейчас идеальную ситуацию, он хочет вам помочь здесь через этот расклад, через ченнелинг, который я делаю, потому что, да, это хорошо стремиться к идеалу, но плохо думать, что мы можем сейчас вот полностью исправить ситуацию на идеальную, потому что, во-первых, так не бывает. Все идет медленными шагами в жизни. А второе, если, допустим, вы даже все сейчас делаете идеально, и тогда завтра что вы будете делать? Понимаете? Поэтому люди, долгожители, люди, которые долго в счастливых отношениях, это те люди, которые делают сегодня немножко и оставляют что-то на завтра, и знают, что к идеалу нужно стремиться, но вот его нельзя достичь за один день там, или за одну неделю, да? Вот такие люди обычно счастливее, потому что, во-первых, есть стремление к идеалу, это все правильно, а во-вторых, именно чтобы жить, человек должен радоваться маленьким шагам, и тогда он будет идти в правильном направлении, он всегда будет выправлять свою жизнь маленькими шагами. Вот это он хотел бы вам сказать через ченнелинг карты башня. А я спрошу, что ему еще предстоит понять о вас, о жизни с вами. Пятерка пентаклей. Вот он будет оглядываться на жизнь, которая у вас будет впереди, да, потому что я смотрю, что вы будете очень счастливая, богатая пара. И будет смотреть и говорить, да, вот у нас в прошлом была пятерка пентаклей, мы в прошлом были бедные, но и мы тоже любили друг друга. То есть
Вы такой человек, с которым, как говорят, и в бедности, и в богатстве, да. То есть ему предстоит понять, что бедность, которая, может быть, у вас сейчас есть, или же какой-то кризисный момент, и я вижу кризисно-денежный, может быть, у многих, вы это пройдете все, ему предстоит понять, что это все проходимо, что это все решаемо, те проблемы, которые у вас сейчас есть, или денежные, или третьи лица мешают вашим отношениям, или обстоятельства. Ему предстоит понять, что это временные трудности. Вот что предстоит понять. Потому что 5 – это как 5 сенс, 5 чувств. Я сейчас возьму эту карту. 5 пальцев или 5 чувств человека. То есть 5 – это переход, это пентаграмма, это портал, это переход, когда вы из бедности переходите в богатство. Но в философском понимании слова бедность имеется в виду, когда просто не везет. И когда вы перейдете в это богатство, там карта звезда, сила, тогда он будет оглядываться назад, император, да, и скажет, что вы та единственная, которая ему нужна, потому что вы вместе съели пуд соли с ним, да, то есть на вас можно положиться, как на человека, которому можно доверять полностью. Еще возьму одну. И вот это самая лучшая карта в колоде, на мой взгляд, одна из лучших, 10 жезлов. И если внимательно смотреть на эту карту, то человек идет к своему замку, то есть он идет к своей мечте. Он идет к своей мечте с вами. Он хочет дом, квартиру, он хочет благосостояние детей или внуков. Он хочет, чтобы вы не ссорились. Он хочет, чтобы никакие третьи лица вашим отношениям не мешали, да. И вот эти все жезлы – это та сила, тот опыт, та энергия, вот эта сила, да, опыт, энергия, которые у вас наработаны, опыт вашей жизни вместе. И вы же знаете, чего друг друга ожидать, ваши предпочтения друг друга, вы знаете друг друга как свои 5 пальцев. И это приходит только с опытом, когда люди живут долго и счастливо. Счастье в том, чтобы ежедневные задачи решать, а не в том, чтобы просто сидеть, ничего не делать, да, это понятно. И это карта делателя, это не карта того, кто сидит, он делатель, это его энергия, он вложил энергию в вас. И вот со временем он скажет, что он вложил энергию в вас, в ваши отношения, а вы вложили энергию в него. И поэтому вы прошли трудности вместе, и вас не разольешь водой, поскольку он скажет, что это человек, то есть вы, с которым он столько прошел, и вы не боитесь трудностей, вы их всех решили, и у вас впереди будет счастливая очень жизнь. И знаете, вот своя ноша не тяжелая, это вот 10 жезлов. 10 это 1, а 5. По нумерологии, кто не знает, меня Джон научил, что 10 это единица опять, но это не просто единица, это единица на новом уровне. То есть это когда вы уже прошли какие-то задачи, решили, там у кого какие-то трудности есть, какие-то помехи в отношениях. Вы решили свои задачи, и вы теперь счастливы. Вот это что будет дальше. И кем вы для него сейчас являетесь, той силой, а кем будете вот то единственное, для кого он будет жить и дышать. Очень хороший расклад. А я сейчас возьму Ленорман, мы сделаем вначале диагностику, как обычно на Ленорман я делаю. Я уже сказала, мужчина светловолосый, женщина темноволосая в наглухо застегнутом платье. Это будет такая пара. Ну а вы нарисуйте портрет себя и его, и энергетически попадете ко мне сюда в студию, и мы с вами посмотрим ваши отношения, и денежка в кармане остается, вам ни на что не нужно тратиться. У меня всегда так, я работаю только в общем доступе, всем хочу помочь. Кто там что думает, это уже, знаете, каждый думает в меру испорченности своей. Вот это вы в наглухо застегнутом платье. Вы вышли сразу. Девочки и мальчики ваши, да, вы смотрите на карту рыбы чувства. Это очень хороший знак, очень хороший знак. Итак, вопрос такой. Кем вы для него являетесь сейчас? Женщина, которую он любит. И если вы поссорились, некоторые пары, не всех, конечно, письмо. А если у вас еще нет мужчины, он встретится вам. Письмо – это свидание, это встречи, это хорошие новости в отношениях, да. Теперь я ищу мужчину. Мужчина будет светловолосый. Здесь 2 мужчины, 2 женщины в этой колоде. Замечательно, кстати, колода. Я ничего не продаю, у меня нет никакой ассоциации ни с кем, кстати, кто не знает. Просто колода очень действительно хорошая. Видите, вот здесь еще есть женщина в таком декольте, а мы выбрали вот эту госпожу. Она, кстати, подходит под императрицу, жену императора здесь, поэтому мы ее и выбрали. Это темноволосый мужчина, мы его не выбрали. Ой, вот же был уже светловолосый. А где он, с какими картами он был? Вот, девочки, с какими? По-моему, вот с этими.
по-моему, с этими. Ну вот, увлеклась, да? Ну уж извините, так нужно было. А я хочу сказать еще, что кто не знает, если я увлеклась, так нужно было. Ведь я делаю ченнелинг, и то, что нужно, в любом случае скажу. То, что нужно, вышло. И может быть, карты действительно меня увлекли, потому что хотели, чтобы именно это показалось. Может быть и не так, но колоды, смотрите. Но колоды. Здесь змея. Не думайте, что это обязательно соперница. Вот сколько негативных людей. Все думают, что раз змея, сразу соперница. Но ведь карты-то эзотерические. А значение карты змея перед соперницей там тысячи. Там и ум, и смелость, и новый уровень. Эзотерика, новый уровень. Змея меняет кожу, когда она становится взрослее, то есть мудрее. Да? Это мужской потенциал и все. Но вот я говорила, у кого в треугольнике вы, девочки, если кто-то думает, что змея, он с ней уже не общается. Вот гроб. Если вы думаете, что есть соперница, он с ней уже не общается. Вот видите, он смотрит на гроб, он с ней уже прекратил общение. Но это если у кого соперница, да. Дальше скажу. Что-то у меня так карты, окей. Дальше хочу сказать, что видно у него со спины. Карта дерева и гроб может говорить о том, что предки хотят сейчас выйти на связь, поговорить. Спросим у предков. А у вас... Рыбы – это его чувства к вам, как сказала уже, и будут с ним общение, новости от него придут к вам. То, что дерево – это какие-то семейные, может быть, кто-то у него, он потерял кого-то из родных, или же его предки хотят что-то сказать. Давайте начнем прямо с предков. Что хотят сказать его предки о ваших отношениях? Может быть, его предки хотят сказать, кем вы для него являетесь сейчас и кем вы для него будете в будущем. Это вот предки говорят, кем вы для него являетесь сейчас, а вот эта карта, кем вы для него будете. Хорошо? Давайте посмотрим. Ну, смотрите, вы являетесь для него, может, волосы покрасили, но, естественно, вы, я спросила, это не может быть другая женщина, это вы, но я еще дам другой вариант. Вы здесь в декольте, а здесь вы застегнуты наглухо, но он сексуальность хочет вашу увидеть больше. Вы для него сейчас, вот он хочет очень, чтобы вы раскрылись сексуально, он чувствует, что, может, в постели вы зажаты, но вот это может быть, потому что здесь вы застегнуты, а здесь вы с декольте. Итак, кем вы для него будете в будущем? Это карта тучи, неизвестное будущее, закрыто. Закрыто. Видите, карта Ленорман немножко по-другому говорят, да? Закрыто будущее. А почему? Может, потому что башня. Ну, карты-то всегда дополняют друг друга, поэтому спрошу. А почему карта тучи вышла? Как расклад поворачивается. Может, он ревнует вас к кому-то, потому что тучи вместе с картой букет. Может быть, он думает, если вы в треугольнике, кто-то, не у всех, конечно, проиграется, но если вы в треугольнике, он боится, что вы выберете другого человека. Вот такое может быть. Тучи могут указывать тоже на препятствия. Это или третьи лица, это или же, смотрите, дно колоды. Вот куда взгляд предсказателя попал, то нужно и показывать дно колоды. Вы будете вместе, вы будете счастливы. Почему? Место силы. Я эту карту выложу, конечно. Вот, посмотрите. Звезда и звезды, да, это место силы. Потому что в раскладе вообще в Ленорман есть повторяющиеся карты и второй, но немного. Звезда называется в Ленорман звезды, в Таро звезда. Или Луна, например, да, Солнце, есть повторяющиеся карты. Так вот здесь звезда. Девочки, это вам гарантировано, что с ним будет звездное будущее, вы будете очень счастливы. Это ваш талисман. Видите, как дно колоды показала. То есть у некоторых, кто смотрит, тумана много между вами. Кто-то хочет напустить туману в отношениях. Теперь мне немножко понятнее карта башни еще стала. Потому что карта башни может показать на соперников, на тех, кто хочет преградой для вас явиться. Для тех, кто хочет помешать вашим отношениям. Понимаете? Может быть, у некоторых проиграется еще третья женщина, все-таки еще один человек, да? Может быть, вы его подозреваете в чем-то, но любит-то он вас, потому что вы будете в прекрасном положении с ним, вы будете счастливы с ним. Рыбы – это чувство, он выберет вас. Давайте я сейчас возьму карты на то, чтобы посмотреть совет от карт. Опять змея выходит. Змея – это, скорее всего, здесь либо же его страсть к вам вместе с рыбами, да,
Либо же, если есть в отношениях третья женщина, смотрите, это кто-то сделал какой-то приворот. У кого-то, не у всех, у некоторых проиграется, что какая-то гадость была сделана на него. Но это очень опасно, это очень опасно. Нельзя никогда такого делать. Если кто-то когда-то сделал на вашего мужчину что-то, может, поэтому у некоторых и не ладится на момент. Можно ли его от этого спасти? Ну да, конечно. Вы понимаете, приворот-то был сделан так себе, непрофессионально. Если бы здесь вышла карта, например, крест, да, я бы сказала, да, все, плохо дела. Но солнце вышло, у него такая защита рода, вот именно защита рода, ну здесь все понятно стало в этом раскладе, да. Именно защита рода, такая мощная у него, такая мощная защита. Спасибо хранителям его рода, я бы сказала, гроб и дерево. Спасибо хранителям его рода. Только потому, что у него такая мощная защита рода, этот приворот не сработал. Вот смотрите. Какую-то гадость кто-то сделал, это наверняка. Что-то было сделано. Потому что не зря вышла башня второй, и не зря вышли тучи. Понимаете? И развилка, и змея. Может быть, это его бывшая. Какая-то, ну, женщина не в своем уме, ну разве можно, но если он, понимаете, нужно искать себе созвучных людей. Если не созвучный человек от нас уходит, то он освобождает нам дорогу к созвучному человеку. Вот в чем дело. Ленорман показал более глубоко здесь. Обычно Таро показывает более глубоко, вы заметили? А здесь именно Ленорман показал более глубоко. Здесь и хранители рода показали: не волнуйся, если ты чувствуешь, он теряет энергию, или вы ссоритесь, на него сделала какая-то змея что-то. Но она сделала вот какую-то гадость, и это на него повлияло временно, потому что солнце говорит, сильная защита рода есть, сильная защита. Может, какая-то женщина... Сейчас перефразирую, потому что разные уровни, конечно, даю. Какая-то женщина другая туману напустила в ваши отношения, наговорила на вас. Это может быть вот эта змея, вот она наговорила на вас, туману напустила в отношения. Карта развилка. Но понимаете, ну вы поймите, что плохие люди, которые чернят других, им больше ничего делать, они своей жизнью не живут. Все знают, что они говорят сами о себе. Так что вы не волнуйтесь. Вы будете с ним очень счастливы. Это карта аиста. Здесь не может быть никаких сомнений. Итак, как он видит вас в будущем? Своей женой, которую он обожает. И хранители рода говорят, которая ему по судьбе. Понимаете? Понимаете, да? Так что я вам скажу, девочки, все будет хорошо. Ленорман глубже показал сегодня. Пусть плохое уходит, а хорошее остается и приумножается. Я заканчиваю, девочки, но не уходите, нужно расклад до конца смотреть, чтобы сбылся. Пусть плохое уходит, а хорошее остается и приумножается. Пусть плохое уходит, а хорошее остается и приумножается. Ваше место силы здесь карта звезда. Второй из звезды в Ленорман. Можно загадывать желание, когда вот две карты такие. Пусть плохое уходит, а хорошее остается и приумножается. Пусть плохое уходит, а хорошее остается и приумножается. Пусть плохое уходит, а хорошее остается и приумножается. Здесь интуитивные коты показали вам ситуацию с одной стороны, а карты Ленорман дополнили ее. Пусть плохое уходит, а хорошее остается и приумножается. Вот какие у вас талисманы, девочки, здесь прекрасные. Да? Ну вот, здесь это, конечно, энергооберег. Здесь можно очищаться от негатива. Очень емкий расклад, показал всю правду. Жду от вас комментарий, девочки, буду знать, как вам это помогло. Каждый, в принципе, может здесь получить помощь. Каждый услышит то, что ему может помочь понять отношения с мужчиной, да, каждый человек. Но по-своему, потому что хлебушек-то мы едим все, а переваривается он у всех по-разному. Точно такие карты универсальные. Заказали ли бы вы за деньги, большие или маленькие? Посмотрели ли бы вы общий расклад, так называемый? На самом деле
предсказывает. Карты-то общие. Даже за деньги предсказатель взял бы общие карты. Поэтому, если то, что вам нужно услышать, вы обязательно услышите заказанный расклад или вот такой для всех, который я делаю. А я вас всех люблю, обожаю. Посылаю вам воздушные поцелуи и обнимашки. И особенно благодарю тех, кто финансово поддерживает мою работу и дает возможность мне работать только в общем доступе и не делить свою энергию между заказанными раскладами и между общими. Стараюсь для всех, потому что не делю свою энергию. Сюда выкладываюсь полностью. Всех вас люблю, обожаю. Преподаю Таро или Норман. Кому нужно, обращайтесь на мой сайт за уроками. Не пожалеете. У меня великолепные уроки. И так как меня Джон научил, вы знаете меня, я на YouTube очень давно. Буду вас видеть на моих предыдущих и будущих видео везде. Есть для вас помощь, подсказка, поддержка, и вы обязательно используете для себя, проведите время. Всем добра и любви. До новых встреч!